Петр Гуменник, широко известный в узких кругах фигурист. И сегодня это видео посвящено всем тем, записано для всех тех, кто очень хотел узнать, какие же тайны скрываются за чертами его лица. И сегодня я приветствую вас на своем канале. Я Елизавета Царькова-Голофаст, практикующий физиогномист. Я читаю лица, составляю психологические портреты, консультирую индивидуально и пары. То есть о моей деятельности много есть видео снятых, вы в ленте можете найти, можете присоединиться ко мне, добавиться в друзья в Инстаграме, меня там очень легко найти тоже, и я отвечу на ваши вопросы. Также я тренер по гимнастике для лица, и по средам выходят выпуски, посвященные теме техник естественного омоложения. И я приглашаю прекрасных девушек посещать наши встречи по средам. Вот. По понедельникам и по пятницам я обычно посвящаю темы физиогномики, вопросам физиогномики. Физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, благодаря которому мы можем понять особенности человека по чертам его лица, даже если нам не пришлось с ним ни разу общаться, и мы ничего о нем не знаем. Вот точно так же, как о сегодняшнем герое Петре Гуменнике, я ничего не знаю. Я умышленно не поднимала о нем информацию до тех пор, пока вы мне в прошлых комментариях под видео про Алису Лью, да, чемпионку по фигурному катанию в Олимпийских играх, если бы вы мне про него не написали, я бы и не знала, что он существует в этом мире. Я не обо всем знаю, да, кстати. Это было совершенно случайно как-то так, но вы очень просили разобрать его лицо, и окей, давайте мы сегодня это сделаем. Есть, правда, один нюанс. Во-первых, потерпите меня блондинкой какое-то время, знаете, как по классике. 2-3 недели, 2-3 тыжни, 2-3 недели. Вот, кто знает, кто является автором этой известной фразы, этой фразе уже 4 года, и если кто знает автора, напишите мне в комментариях имя человека, первого ее произнесшего. К сожалению, я не могу никуда деться от некоторых технических деталей по поддержанию своего имиджа, да, и в ближайшее время вы будете наблюдать меня именно в этом образе. Но, собственно, мы отвлеклись. Давайте посмотрим на лицо человека, я так поняла, очень-очень известного в мире фигурного катания, очень талантливого. Я посмотрела буквально пару кадров, он очень красиво катается, но я здесь не для того, чтобы давать оценки, окей? Я не даю оценок, я просто анализирую лицо. И сегодня мы сделаем с вами немножечко по-другому, не так, как вы привыкли видеть мои видео раньше, не так, как это, например, было с Ильей Малининым. Видео вот здесь. Давайте мы сделаем с вами по-другому. Часть работы выполню я, то есть я вам дам готовый материал для размышлений, знаете как? Информация к размышлению. Тоже знаете откуда, да? Вот, а вы потом самостоятельно из этого материала сконструируете портрет вашего любимца. Потому что я так понимаю, что вы его любите. Да? Нет? Иначе почему бы вы просили сделать разбор его лица? Если вы его любите, значит вы его знаете. То есть какие характеристики ему присущи. Возможно, вы за ним наблюдаете в жизни за пределами льда. Я о нем не знаю ничего. Я вот нашла несколько фотографий и, собственно, работаю только с тем, что вижу. Я вам больше того скажу. Когда ко мне приходят люди и заказывают у меня физиогномический разбор лица, то есть я о них ничего не знаю. То есть я просто беру фотографии, мне дают качественные фотографии. Вот здесь есть пошаговая инструкция, как это делается. Мне присылают качественные фотографии, я их анализирую, составляю психологический портрет и потом провожу в онлайне, вот так вот в онлайне, консультацию. И обычно я рассказываю человеку то, что ему дано от природы, то, что было приобретено в процессе его жизни, его слабые стороны, сильные стороны. И делаю подвожу итог, к какому типу личности он относится, в чем его таланты, где ему имеет смысл проявиться, а где нет. Потому что это неэффективно. Понимаете? И эта консультация занимает где-то около часа. Потом может последовать коучинговая сессия, потому что я тоже коуч. Да, я просто не люблю об этом говорить. Но вот что с этим делать? Да? Вы получили свой портрет, что с этим делать? Потом идет коучинг. Каким образом вы можете вот эти все свои характеристики эффективно применять в жизни. Но это всегда зависит от контекста запроса. Так вот что я хотела сказать.
Я обычно про своих клиентов не знаю ничего. Или знаю имя, фамилию, в лучшем случае должность. Ну, я имею в виду характер работы. Поэтому я отношусь очень непредвзято. Вот есть факты, вот есть метод, и я с ним работаю. Поехали. Смотрим на лицо Петра. Давайте, что вы видите прежде всего? Вот что вам бросается в глаза? Хотите, угадаю? Вот скажите, вот что вам первое, что вы здесь видите? Вот первое. Я вам скажу, что здесь вижу я. Я думаю, что вы смотрите на его глаза и на его взгляд. Угадала? Нет? Глаза и взгляд. Первое, что привлекает внимание. И мы, конечно же, поговорим об этом. Так вот, давайте я начну вот сверху. Я нашла все-таки, было это сделать очень сложно, но я нашла его фотографию в профиль, и я посмотрела на угол скоса лба. Угол скоса лба – это вот этот угол по отношению к вертикали. У него лоб скошенный. Это говорит о том, что он не склонен к долгим, длительным размышлениям, умозаключениям и так далее. То есть он достаточно быстр в своих реакциях. Я не могу сказать, что прям импульсивен, но может быть склонен к импульсивности, к какой-то естественной, очень быстрой реакции, иногда необдуманной, а иногда просто реакции, которую подразумевает контекст ситуации. Плюс к его, скажем так, естественному началу, плюс к его природе. Почему я об этом говорю? Вы сейчас поймете. Далее. То есть скошенный лоб. Быстродействие, в том числе, быстрая реакция. Без там, а тому ли я дала, для того ли я цвету, понимаете, без вот этого. Далее, смотрите, все смотрят и пишут про его взгляд, про его брови. У него брови, это отдельная просто тема, у него брови очень темпераментного человека. Это темперамент. Но обратите внимание, как у него брови идут уголками к концу глаза. Вот здесь, в этом месте, идут уголочками. Это говорит о том, это приобретенная черта. Я нашла фотографии его в юности, этого угла не было. Буквально 3-4 года назад этого угла в бровях у него не было, он появился. Это приобретенный маркер, то есть он был приобретен в результате полученного им жизненного опыта. Но если он является многократным чемпионом и победителем разнообразных соревнований, у него что растет? Самооценка. И форма, вот такая форма бровей, уголочек слегка над концом глаза, говорит о том, что он доволен собой, у него высокая самооценка. Не завышенная, не путайте эти понятия, а достаточно высокая. Я бы сказала адекватная, честно говоря. Вот это еще пока маркер адекватной самооценки. То есть он чувствует себя хорошо. Обратите внимание, насколько брови находятся низко над глазами. Это еще один маркер, и это показатель того, что он способен погружаться в вопрос, который его интересует, достаточно глубоко и относиться к этому с ответственностью. То есть то, что он делает, он делает серьезно. Он делает с полной включенностью. Он делает с полной интегрированностью в этот вопрос. И если ему чего-то не хватает, он будет искать информацию, искать возможности погрузиться в этот вопрос еще глубже. Форма бровей и их положение над глазом. Глаза у него посажены достаточно глубоко. Это не самая глубокая посадка, но она глубокая. Это говорит о том, что он в какой-то степени может быть интровертен. Знаете в чем? Вот придерживать при себе то, что он знает, какие-то свои знания, какие-то свои умения, какую-то информацию. И хорошо понимать свою цель. Он хорошо понимает свою цель. Он на льду не потому, что ему нечего делать, не потому, что ему скучно, не потому, что его заставили или сюда притащили. Нет, он хорошо понимает свои цели. И он хорошо их видит. И он видит путь к своим целям. Далее, обратите внимание на то, что у него широкие скулы. Это не самое широкое положение скуловых костей, но скулы у него широкие. Это говорит о том, что он очень легко может стать своим в новой компании. Если он выходит на лед перед стадионом, он быстро и легко адаптируется в ситуации. И ему в этом помогает угол скошенности его лба. Быстрая адаптивность. Что здесь происходит? Ага, где я, что я здесь делаю и каким образом я буду взаимодействовать с аудиторией. А теперь, внимание,
еще один момент. Обратите внимание, пожалуйста, насколько у него линия волос, вот здесь на висках, приближена к брови. Длина волос, густота волос, вообще наличие волос у него говорит о том, что это натура эмоциональная, имеет свою энергетику, энергетически заряженная, что это натура, которая проявляет себя естественным путем. Я сейчас это говорю, и я понимаю, что вы не понимаете, возможно, значение. Так вот, противоположное значение – это рационализация своих действий, своих мотивов и своей целеустремленности. Рационализацией занимаются у нас кто? Кто смотрел мои предыдущие видео? Рационализацией у нас занимаются люди, мужчины с лысиной. Лысые мужчины, это люди, у которых рацио сильно преобладает над эмоциями. То есть рациональное начало, эмоциональное начало. Даже если эмоциональное начало там сильное, рацио его перебьет и подавит. И такие люди консультируются со своим рацио. У меня есть 2 видео про лысых мужчин. Вот это первое, оно последнее из опубликованных. Там есть история моего опыта взаимодействия с лысыми мужчинами, о том, как я наблюдала, вот как он внутри кипят эмоции, испанцы, знаете, такие горячие испанцы, внутри кипят эмоции, но наружу выходит рациональность, и она им говорит: мы, хозяин, туда не идем, мы остаемся при себе на месте, нам это невыгодно, неудобно, неинтересно, не нужно. И мужчина тушит в себе вот этот внутренний огонь, потому что его рациональное начало главенствует над эмоциональным. Вот что я хотела сказать, когда я говорю сейчас о Петре, как о человеке эмоциональном. Волосы. Близкое расположение волос в висках к бровям рядом. У него он не рационализирует то, что он делает. Он проявляет себя в своей природе. Он эмоционален, и он проявляет себя. Это круто? Как вы думаете? Просто подумайте. Ему не надо притворяться и переделывать себя, ломать себя, наступать себе на горло. Он такой, у него темперамент, ширина бровей, он темпераментный, и он этот темперамент демонстрирует для всех. Потому что скулы, контакт с людьми, а люди тянутся к таким энергетически заряженным, эмоционально сильным, эмоционально наполненным людям. Поэтому, возможно, его все любят. Поэтому, возможно, и вы его любите. Так сильно, что захотели узнать секрет его харизмы. Вот секрет его харизмы. Проявляться натурально, какой он есть. И он это не скрывает. Более того, он чувствует вот эту обратную связь вашу. Он чувствует вашу энергию, он чувствует ваши восторги, и он хочет большего. Давайте дальше у нас с вами идет связка нос-рот. Но прежде всего я хочу, чтобы вы обратили внимание на губы. У него развитые губы, но нижняя губа у него даже чуть-чуть выпечена и развита больше. Что еще? Что еще интересного? Что еще может быть? Что еще может быть там, где я, там, чего я хочу? То есть поиск, поиск, поиск. Такой заинтересованность. Он заинтересован, и он заинтересовывает вас, своих зрителей. И, судя по вашей реакции, ему это очень здорово удается. Далее. Связка между носом и губами. Смотрите. Посмотрите на мой подносовой желобок. Что здесь видите? О, высокий. Не самый высокий. У кого у нас? Спилберг? Нет. У Спилберга, по-моему, гораздо выше. Длиннее вот это расстояние. У меня не очень высокий, не самый высокий, но длиннее среднего. У него он не самый короткий, но короткий. Между средним и коротким. Это говорит о том, что у него идет такая очень качественная связка получения информации в ситуации, в которой он находится. Это говорит о том, что он хорошо может чувствовать себя, свое тело, окружение, лед, ситуацию. То есть он воспринимает на интуитивном уровне, потому что он интуит, к тому же. И он это разыгрывает для вас, потому что у него есть вот эта потребность в социальном контакте. То есть вы, собственно, друг друга в этом взаимодействии очень, очень нашли, очень устраиваете. Да? Он вам что-то показывает и реализовывается через это шоу, а вы ему аплодируете. Далее у нас здесь, я хотела еще отметить посадка ушей и форма.
Обратите внимание, здесь это не является основополагающим фактором. Я могу сказать сразу, стратег из него не очень. Ну, это не стратег, нет. Он скорее ближе к работе в ситуации. Вот ему это ближе, ему это легче, с его-то развитыми губами, да. Вот. Но форма ушей и посадка ушей – это просто такая, скажем так, второстепенные маркеры, дополняющие общий портрет. Говорят, форма ушей скорее круглая, да, она не вытянутая, не длинная, и они небольшие. Вот тоже ситуативность здесь и сейчас. У него чувствование буквально на пару недель вперед. Да, вспоминаем. 2-3 недели. 2-3 недели. 2-3 недели, и я из блондинки превращусь в нормального человека с нормальным синим цветом волос. Кому я не нравлюсь, смотрите мои прошлые видео. Вот, прошлогодние. И еще большое значение и большую роль в его достижениях играет его нижняя челюсть. Опять-таки, обратите внимание. Однако, если вы помните, о чем мы с вами говорили, опять-таки, в случае с Алисой Лью, у нее челюсть легкая и слабоватая. Она выезжает за счет своих амбиций. То есть там движущий механизм другой вообще. Они разные. Это два очень сильно разные типа личности. Вот. То у него челюсть достигатора. Она не самая высокая, но она выше средней. Вот эта способность бить в одну точку. Просто делать, копать и не бросать лопату. Это особенности. Для кого еще полезно, вот скажите мне, пожалуйста. Кому полезна такая черта характера, как быть целеустремленным, стрессоустойчивым, кстати, он обладает, его нижняя челюсть говорит о том, формы, размер и пропорция. Говорит о том, что он очень стрессоустойчивый. Поверьте, выгорание ему не грозит. Несмотря на то, что ноздри у него средние, они небольшие, большие нагрузки, сильно большие, он не потянет, но он способен потянуть нагрузки гораздо больше, чем Алиса Лью. Гораздо больше, да. Он более мощный. Скажем так. Он по мощности, можно его, сравнивать с Ильей Малининым. Помните это видео по мощности. Но я бы сказала, что он играет чище. У него вообще другая мотивация. Вообще другая мотивация. Если вы со мной не согласны, то напишите мне ваш фидбэк. Но он очень такой, как объяснить? Достигатор. Но он мягкий достигатор. Есть достигаторы гораздо более грубые и гораздо более жесткие. Нет, он естественный, он такой очень природный. И он прислушивается прежде всего к себе, к своему телу, к ситуации вокруг. Вот его сильные стороны, понимаете? Понравился разбор? А теперь возьмите вот эти все черты и сложите в один портрет. А то вы что-то мне не платите за мою работу. Вот. Наличие волос. Давайте я перечислю. Наличие, густота, длина волос, расположение линии волос близко к бровям, скошенный угол лба, широкие брови, да, темперамент, посаженные глубоко, глубже среднего глаза, целеполагание, да, связка носа с ртом, губы, широта скуловых костей, да, ориентация на контакт с социумом. Что у нас еще? Уши. И, кстати, положение ушей говорит о том, что он ищет возможность реализовать конкретно свои цели, конкретно свои желания. А он очень хорошо знает, что он хочет, что ему нужно, что он ищет. Понимаете? Губы, чувствующие атмосферу, чувствующие ситуацию. И хорошая такая челюсть достигаторская, ударная, я бы сказала. Но опять-таки не самая ударная, но хорошая. В его деле она ему послужила огромную службу. Ему было бы тяжело, если бы не было вот такой челюсти, понимаете? Вот характеристики. Есть характеристики, которые друг другу вредят. Есть характеристики, которые друг друга поддерживают, усиливают и балансируют. Вот. Поэтому возьмите, пожалуйста, весь набор этого материала и переложите на его личность. Окей? Надеюсь, вам все понравилось. Что еще из новостей? Я начала вести прямые трансляции. Честно говоря, пока графика прямых трансляций нету. Посмотрим, как пойдет тематика, как пойдет у меня развитие событий здесь, как пойдут темы.
Да, поэтому следите за уведомлениями, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим каналом, периодически заходите в YouTube посмотреть. Я всегда общаюсь в прямых эфирах со своими подписчиками, вы всегда можете мне задать вопрос, и я наживо вам на него сразу же отвечу. Трансляцию в разделе, в закладке трансляции можно посмотреть, она там сохранена. Она небольшая, не на 2-3 недели, нет, там 1 часик буквально. Но меня просто вопросами засыпали, то я их задавала. Вот, по поводу моего обучающего курса «Опасные мужчины», опять-таки, пишите мне в Инстаграме. Лиза Фейскот, найти меня там очень легко, есть ссылки, есть все. Я там одна единственная. В личных сообщениях я общаюсь с вами. Поэтому здесь просто сложнее. Здесь же нет директа, там, или лички, как это называется, да, в Инстаграме есть. Пожалуйста, вы мне туда пишите, хотите себе разбор лица, я сделаю. По поводу условий и всего, что для этого нужно, я все расскажу. Уточнения, пожалуйста. Спасибо вам за ваше внимание, и я жду от вас вашу обратную связь, ваши эмоции, ваши мысли и ваши точки зрения. И желаю вам прекрасной недели в вновь начавшейся нашей прекрасной весны.